Всем доброе утро. Вчера от скуки снял аж 2 стрима. Думал, вообще их удалю, но вроде смотрятся, это и ладно. В общем, поделюсь я сегодня своими идеями. Ну, вроде ж объяснял вам конец работы, конец стройки. А я думаю, а может быть и не конец, а может быть еще чего-то здесь замутить. Ну, сегодня я расскажу, чего же я тут замучу. Или могу замутить. На всякий случай новым зрителям показываю, что тут есть за территория, что за дом. И сегодня соседом тоже говорю, блин, ты так классно убрал. Говорю, сколько же это стоит все убрать? Он говорит, 15 евро в час и, говорит, где-то неделю работы, ну, на эту всю территорию. Ну, то есть, наверное, 300-400 евро выйдет так, чтобы привести в порядок. Еще раз пройдемся, быстренько посмотрим, что у нас тут. С мусором все понятно, это уже все привыкли. Есть у меня идея, сейчас я сяду и подробно все расскажу. Пока покажу, что тут мне еще надо. Говорю, ветки, блин, все это убирать, все это мусор. Здесь я забор срезал. Кстати, соседа видел вот этого. Он продал этот дом. Он уже года 3 его пытался продать. Я не знаю, что там видно будет. Такой вот у него домик, наверное, отсюда я сейчас покажу его. Да, отсюда я смогу показать. Такой вот у него домик. Внутри там разруха, но он его продал. Я говорю, а кто, итальянцы купили? Он говорит, нет, румыны. Так что у Светы будут знакомые, то есть соседи румыны. Не знаю. В конце мая они вроде должны переехать, но я думаю, они там тоже какой-то ремонт будут делать. Там невозможно переехать и жить. Хотел сегодня светильнички, может, повешу. Такие у Светы есть, сейчас покажу. Такие она купила. Они не очень-то дадут много света, но можно повесить. Салон, блин, какая-то фигня. И откуда-то клопы, блин, появились, дохлые. Откуда они взялись? Короче, дохлые клопы. И здесь вон. То ли мухи, а что не дохнут? Я надеюсь, не сдохну здесь. В общем, внутри, я говорю, что осталась там всякая ерунда. Вон повесить этот душ, как он называется. Эту фигню повесить сюда. Крышку унитаза кто-то меня подколол. Я, ее до сих пор не поставил. Но это все мелочи, нормально, когда они остаются наконец. Здесь я сплю, я вам показывал. И вот весь второй этаж. Света вообще, она говорит, мне и первого выше крыши, он мне почти не нужен. А второй этаж, я думаю, столько комнат. А если взять и сделать здесь какую-то, сауну? Знаете, есть такие готовые уже продают. Ну, почему здесь? Потому что, наверное, электрическую, вот так лучше видно, слишком дорого, удобно, но дорого. 6 киловатт, чтобы оно херачило. Поставить здесь снаружи какую-то печку на дровах. Здесь можно какой-то и бассейн такой надувной поставить. То есть там попарился. Здесь какую-то трубу вывести наверх для этих дров. Сауна стоит такая, где-то ветер дует. То есть микрофон будет плохо слышно. 2-3 тысячи, я не знаю, может самому сделать. И я все это буду рассказывать, может есть у кого опыт свой. Также и здесь, напомню, что у нас находится. Такое бесполезное помещение. Жить здесь
вряд ли кто-то будет, а использовать его как-то можно. Как? Фиг его знает. Здесь у нас есть душ маленький. Эти унитазы, хотя бы унитаз тоже можно поставить на место. Здесь умывальник еще просится, то есть все готово, просто поставить. И вот так вот. То есть дом большой. Мало того, что их только 2 человека, еще и приезжать редко будут. И знаете, есть шанс, я сегодня со Светой поговорил, расскажу о чем. Света не против, если она может мне доверить этот дом, типа я имею право здесь жить, будет какая-то бумажка оформить. Можно здесь в этом доме организовать, ну опять же, сауна, какое-то барбекю, здесь есть где пиццу делать в печи, то есть каминчик, такой уют в этом доме такой классный, но либо он будет просто стоять мертвый и дальше умирать от этой сырости, от всего, либо здесь будет какая-то движуха, то есть официально все это сложно сделать, потому что все эти пристройки, как я рассказывал, их узаконить фактически невозможно. Но в общем-то, у меня и YouTube-канал, и друзей много. Могут же просто друзья приезжать, никто меня за это не накажет, не осудит и не оштрафует. И просто делать какую-то развлекуху. Я уже думал, можно также и какие-то массажные аппараты там поставить. В принципе, я сам умею делать массаж. Но это такое. Я даже учился, у меня такая толстая книга, и точечные, и всякие. И жене раньше очень много помогал. Кстати, в последнее время никаких болячек не появлялось ни со спиной, ни с чем. И можно было бы, знаете, изменить и подзарабатывать здесь что-то. Допустим, вот Валя у меня, она сомневается в таких замутках, затеях, потому что, ну, а это же не твое, а это же не наше. И да, действительно есть такой немного страх, потому что у Светы денег нет, она в эти игры играть не собирается, но мне разрешает. То есть это надо будет вложиться, там, возможно, 10 000 каких-то, и что-то такое замутить, привести в порядок эту всю территорию. И как я уже тоже один ролик снимал, у меня сосед буквально, все эти вещи я по жизни проходил. И с той же сауной, что мы с Валей работали там, и колымели по вечерам, там клиенты приходили. Есть спрос и будет спрос. Я сам 20 лет в Италии, я ни разу не был в сауне. И очень хочу. Но это надо где-то искать, куда-то ехать, а ты не знаешь, что и где и как, а понравится ли, просто выкинуть деньги не хочется. А там обычно как? 2 часа купил, через 2 часа вали оттуда. Здесь не так, здесь можно организовать целый день, провести за какую-то сумму. Ну, конечно, это не будет 50 евро, потому что за 50 евро все это содержать, оплачивать, уборка, встречать, провожать, это мало. А больше ли заплатят, я не знаю. То есть, либо надо с кем-то, кто занимается там туризмом или чем, консультироваться, прежде чем влезть в это. В любом случае, пока ничего, это все только идеи, планы. В июне Света приедет на 3 месяца сюда. Ну, мне кажется, затея такая, ну, а что бы не. Надоедает эта стройка, у Вали тоже своя работа. Могла бы заниматься этим, если бы оно уже как бы пошло. В общем-то, и снимать было бы интересно, что. И если особенно те, кто приезжает отдохнуть, не против, можно было бы и болтать, и сам отдых показывать. Тоже было бы интересно, наверное. То есть вот 2 варианта, понимаете? Либо это умрет и будет стоять вот еще годами, либо оживить и что-то здесь сделать. Ну, единственное, что
Очень сложно одному. Знаете, когда хотя бы вдвоем, с азартом, с интересом, оно легко. А так взять на себя такой груз, все это обустроить, привести в порядок, блин, мне боязно. Потому я говорю, что может кто что посоветует, может кто-то скажет, что это вообще бредовая идея, что это не будет работать. Или наоборот, я с удовольствием выслушаю ваше мнение. Некоторые из подписчиков мне говорили: Андрей, ну давай найди какой-то дом, отремонтируем, что-то заработаем на этом. Очень непросто здесь на этом заработать. Именно за эти документы, налоги. Если ты, скажем, такой нюанс, купил дом, отремонтировал и не прошло 5 лет, и ты его продал, тебя там закидают налогами. Но если ты там был прописан, жил, то это другая фигня, там другие налоги. А так может доходить до 25%. В общем, система так устроена, что я слышал, в Америке где-то в селах так проще. Да, там не особо разрешения нужно делать, и построил, что хочешь. Здесь метр построил, все, надо разрешение. Просто какая-то задница. Но вот в таком варианте, как я, на цыганской какой-то почте, так втихаря, наверное, что-то можно было бы здесь мутить. И еще есть один у меня подписчик, тоже у него такая идея, говорит, вот каждый из нас покупает вот отдельно, да, скажем, вот этот дом. Я могу сейчас тоже пойти и взять кредит, тоже купить свой дом в другом месте. Но я столкнусь с той же ситуацией, что денег на ремонт нету, опять кредит, опять ты 20 лет опять что-то отстегиваешь, еще и с процентами. Так себе перспектива. Но вот здесь, скажем, если вы в складчину делаете, правильно, по той же логике, как вот этот Юра мне говорил, он прав. Единственное, что сложно найти такую компанию, заинтересованную в одном. У Светы есть дом. То есть вот в том состоянии, как я уже объяснил, вы все понимаете. У меня есть какие-то деньги, чтобы вложить и здесь замутить типа такой бизнесок. Тихий, спокойный, ненапряжный. Да, здесь миллионы не заработаешь, ну, скажем, на жизнь можно зарабатывать, на то, чтобы оплачивать те же, ну, Свете что-то отстегивать. Причем я и предупредил, если я что-то и начну, я не буду тебе и платить ни за аренду, ни за что. Она говорит, да, я все понимаю, ничего не надо. Там получится, да, что-то, конечно, хотелось бы, ну, хотя бы оправдывать вот эти все коммунальные платежи. А дальше, а чем черт не шутит? Потому что здесь же кто-то может и с автодомом приехать, остановиться на недельку, так сказать. Как оно будет работать в реальности, не будет, вот этого я не понимаю. Поэтому жду ваших комментариев. Скажите вы что-нибудь, я не знаю, или ветер не помешает ли звуку. Что если это такое надумал, блин? Здесь же представьте, вот смотрите как, липа, да? Ну вот смотрите, здесь столик поставил, как-то вокруг окультурил. Деревья шумят. Так оно все уютненькое. Да и там вон какая-то дырка интересная, можно что-то придумать. Там вон сзади беседка стоит. Света говорит, я бы какой-то там тент сверху накрыла. Я говорю, нафига там тент? Деревья тень делают. А под дождем, что ли, будешь сидеть? Ну, он говорит, я и могу и под дождем сидеть. Ну, у них там в Амстердаме так. Для них дождь это не проблема. По пути, опять же, раз ты уже тут колупаешься, каких-то, я не знаю, ненапряжных перепелов клетки сделать где-то. В общем, козу завести, блин, траву жрет, и молоко есть, еще и сыр. Коптилку поставить, не? Рыбу немного коптить. Все без фанатизма, но люди приехали, они и козочку погладили, и молочка свежего попили, и какие-то яйца себе могут прикупить домой. В общем, у меня такие как планы, как у Наполеона. Ну, планы-то да.
Сработает, не сработает. В общем так, не буду я делать длинное видео, и так я загрузил всех своими этими, ну, загрузил. Кто хочет смотрит, кто не хочет не смотрит этим стримом. Пишите свое мнение. Что мне делать, блин? Мне просто жалко. Да, я могу сюда периодически приезжать, как на дачу. Но удовольствия не будет. Понимаете, здесь надо закончить все какие-то вещи. И вот, чтобы оно стояло, только, да, там 2 раза в год приехать, там заняться какой-то подстрижкой травы и все. Но тут далеко до этого. Ведь такие дома, когда люди берут, они десятилетиями, они всю жизнь их приводят в порядок, правильно? По чуть-чуть, по чуть-чуть. А здесь год прошел, ну, даже не год, потому что я не работал здесь прям месяц, каждый месяц. Какие-то были другие работы. Фактически, ну, может быть, чуть больше полугода такой реальной работы было. Ну, я шо, вот я вчера приехал, стрим снял, пиво попил, хватит мне еще на 1 год без пива жить. И ничего не сделал. Но зато, вы понимаете, сложно что-то делать, куда-то уйти во что-то, и еще и размышлять, какие-то планы строить там по такому. Поэтому нужны свободные мозги, и именно это место удобно, никто тебя не отвлекает. Посоветоваться. Вообще не люблю советоваться. Я на протяжении моей жизни, то знаете, даже если бы я кому-то спросил, а может мне в Италию поехать, скорее всего, мне бы все отговорили, знакомые. Также и на Сахалин уезжал, тут не то, что спрашивали, все говорили, ты, блин, чокнутый, блин, 9000 километров, куда ты едешь, зачем, что поближе ничего нету. То есть советы у кого-то спрашивать дело такое. Ну, у меня много зрителей, даже если 1-2 комментария будут каких-то интересных, пригодятся. В общем, жду ваших ответов, то есть советов. Всем пока. Иду что-то поработаю.